Привет! Привет, неунывающие аудиолюбители! Сегодня у нас заключительный выпуск по поводу этой модели MR5 от Edifier. Да, это второй выпуск, я надеюсь, что заключительный, потому что интерес на эта модель вызвала немалый. Вопросов было задано немало, но я на многие ответил, на какие-то я, возможно, не могу ответить, или мне это, я считаю, это нецелесообразным, неважно. Модель интересная, выполнена по известному концепту, но является абсолютной новинкой на рынке. То есть речь идет об использовании бэндпасса в низкочастотном звене, то есть замена низкочастотного звена трехполоски на сабвуферное звено. То есть формат 2.2 в двух колонках в стереопаре, два сабвуфера. Проект имеет недостатки, этот концепт, конечно, я не думаю, что он будет сильно развиваться. Он, безусловно, интересен в сверхминиатюрных колонках, которыми можно полагать эти, если говорить уже о серьезном каком-то уровне аудио, на котором можно слушать музыку, а не совсем маленькие, допустим, какие-то колонки. То есть вот в минимальном объеме вот то примерно, из чего можно получить вот частотный диапазон. Даже не в том дело, что частотный диапазон, предположим, от 40 Гц, вопрос не от скольки или сколько, а как. То есть, достаточно густо, так скажем. То есть для басофила, скажем так, приемлемо. Я еще сделаю непременно несколько батлов с этой моделью. В частности, у меня в планах стоит стравить ее с ланжем своим, выполненным по патенту 2009 года. Которые явно неправильные. Эта модель правильная, но при этом использует тот же принцип. И интересно сравнить, так сказать, потребительские свойства этих моделей, этих колонок. Я хочу сейчас ответить на несколько вопросов, которые задавали на первое видео, и дать вам послушать старый набор треков, записанные на этой модели. Итак, к вопросам, пожалуйста, давайте перейдем. Совершенно очевидным является отсутствие дополнительных интерфейсов у этой модели, цифровых в частности, и отсутствие пульта дистанционного управления, так называемой лентяйки. Зато наличие, предположим, входов балансных, то есть TRS и XLR, что говорит о студийном значении этой модели. Конечно, в студии делать абсолютно нечего. Это можно рассматривать как контроль звука для домашней студии, имеется в виду студии, допустим, видеомонтажа, там редакторских каких-то работ, но отнюдь не профессиональных работ со звуком, за которые платят деньги в итоге, потому что будет сведено на модели недостаточно высокого уровня, недостаточно высокого уровня. В частности, эта модель, если она стоит $130–150, это цена много-много ниже стоимости 1 метра кабеля, который подключаются студийные мониторы обычно. Даже в сравнение никакое не идет. То есть, еще раз, это все-таки эрзац, это замена для домашнего пользователя или непрофильного, назовем это так, пользователя, и при этом она выполнена очень хорошо, на эту сумму денег просто потрясающе. То есть, в принципе, это реально конкурент, допустим, тем же трехполоскам Edifier типа 2700. Не, все линейки этой. Она даже может посостязаться с 2800. Там 8-дюймовый басовик, здесь 5-дюймовый басовик, но он заключен в бэндпасс 6-го порядка, и это позволяет ему выдать аналогично по плотности, густоте, насыщенности и глубине, однако, бас. Кстати, как сабвуфер, этот сабвуфер, который установлен здесь, он очень скромен. То есть частотный диапазон, я уже забыл, 58, по-моему, Гц заявлен, в то время как у сабвуфера, у любого самого простого на 8-дюймовом динамике, как у меня тут, например, стоит эта частота, как минимум 30 Гц должна быть. То есть это, грубо говоря, октава. Ничего себе. Однако, есть и хорошая новость, их тут два. То есть в двух колонках, во-первых. Во-вторых,
они интегрированы в целостную систему трехполоски. И самое главное, самым большим преимуществом этого концепта является ШП, грубо говоря, широкополосник на средних частотах. Вот это бы я отметил как основное. Я уже выложил на этот момент, как вы смотрите это видео, на запись звука этой колонки на новом наборе треков. И там в более качественном исходнике вы можете послушать и набор музыки, более подходящий для тестирования, более широкий, скажем. И вы сможете оценить там, например, вокал Магомаева. Это сравнительно низкий мужской голос, баритон. Как он играет на этих колонках, я рекомендую сравнить с любыми другими трехполосными колонками, я имею в виду. И это должна выиграть, по моим соображениям, потому что здесь мужской вокал не дробится между низкочастотным и среднечастотным звеньями. Там нет этого жуткого, здесь нет этого жуткого разделительного фильтра, который между ними обычно установлен. Итак, отсутствие вот этих примочек всех, которые свойственны домашним акустическим системам, как то пульт лентяйка ДУ, возможно, некоторых огорчает. Однако их должен тут же обрадовать регулятор громкости на передней панели и выход на наушники тоже на передней панели, если им это очень нужно. И вообще еще раз, если это акустическая система для ближнего поля, то есть для установки на столе, грубо говоря, то на расстоянии вытянутой руки находится регулятор, вы всегда можете им скорректировать звучание, как вам удобно. Конечно, тембр находится сзади, предположим, однако они же управляются с приложения Edifier Con X. Не можете воспользоваться там. Однако, как я многократно уже говорил, я не сторонник применения коррекции или подстраивания этих коррекций под конкретный трек. Коррекция – это для корректировки звучания конкретной акустической системе в условиях ее установки. И одновременно адаптации с источником сигнала. Это тут уже речь больше идет о громкости, конечно. Вот. А вовсе не для того, чтобы на одной довалить верхов, на другой убавить низов. То есть обычно такая потребительская штука. Если уже вы взяли в руки студийные мониторы, будьте любезны и относиться к звуку по-профессиональному. То есть не надо крутить постоянно что-либо. Воспитывайте в себе хороший вкус к звуку, который, в принципе, должен быть заложен в фонограммах, которые пишут, безусловно, профессионалы, раз она уже к вам попала, эта фонограмма. Задал вопрос один человек, очень интересный. Действительно ли важен высококачественный звук для компактных колонок? На что я ему ответил, что я считаю, что чем звук лучше вообще, качество звука, тем лучше в любом случае. А также есть такая закономерность, что чем меньше акустическая система, в частности корпус-резонатор, тем сложнее из него получить высокое качество звучания. То есть при прочих равных условиях большая колонка, в ней легче добиться хорошего правильного звучания, чем от мелкой. И чем мельче, тем достижение этих параметров стоит дороже, и достигаются они с какими-то ухищрениями. Вот видите, здесь, например, ничего себе, то есть и внутри целый огород. Да, кстати, давайте рассмотрим его. Тут один китайский товарищ разобрал, распилил, и я вам покажу пару кадров оттуда. Я тоже разобрал, тоже распилил. А, нет, я не распилил, я только разобрал. Раскрутить дело нехитрое. Многим нравится сам процесс, а я равнодушен. Один зритель полагал, что металлическая панель является теплоотводом. Он недооценил возможности шим-усилителя. Это не так. Напомню конструкцию этой модели. Вы видите аккуратный монтаж, ничего не болтается, все закреплено и шумоизолировано.
Вот перед вами басовый динамик, который 5 дюймов, фронтом закрепленный в свой пластмассовый корпус, черный такой. А тыльная сторона работает на объем, который перед вами. Немного синтепона, и в глубине вы видите стакан среднечастотного динамика, белого цвета. Он меньше литра по объему всего. А вот он спереди. Да, такие дела. Так вот, я продолжу. Чем мельче колонка, тем труднее из нее получить качество. То есть, либо они хуже качеством при той же цене, либо они много дороже, многократно дороже, обладающие одинаковым качеством. Две модели, если сравнивать по габаритам. Это чисто по габаритам. Только компоненты приходится применять другие для того, чтобы добиться вот этого самого более высокого качества. Ну и плохая новость заключается в том, что заметность роста качества уменьшается с увеличением этого самого качества. То есть сделать из самой плохой колонки много лучше проще, чем из хорошей колонки сделать еще лучше. Прирост средств, которые в это вкладываются, значительно больше. И сама заметность становится какой-то такой неочевидной. И доказать кому-то, что вот это втрое дороже играет лучше, чем вот это втрое дешевле, очень тяжело. Поэтому есть какие-то разумные пределы, предположим. Поэтому я, например, утверждаю, что наличие каких-то интерфейсов, хорезов для сравнительно компактных колонок вещь несуразная в том плане, что вы просто не сможете воспользоваться этим качеством, за которое заплатили, или которое по вашему требованию вложили в эту систему, в то же время как могли ее, упростив, сделать, возможно, лучше для воспроизведения адекватных для нее форматов, предположим. Хоть это и мое личное мнение, как бы субъективное, но я настаиваю, что это, в общем, встречается в любой деятельности человека. Вы можете это проверить в своей профессии. То есть стремиться надо всегда к лучшему, идеала мы с вами никогда не достигнем, и при этом усилия, затраченные на еще чуть-чуть, значительно превышают усилия, которые находились в начале пирамиды. Были замечания о частотном спектре этой модели, для этого давайте я вам покажу. Да, вот это вот частотный спектр розового шума, но он повернут специально для улучшения визуализации. То есть вот так вот кривая была сделана. Вот вы видите частотный спектр, вы его увидите на треках с старым набором треков, с новым набором треков. Вы сможете рассмотреть детально, я просто хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. О том, что басовое звено в своем диапазоне частот, грубо вот здесь вот 60 Гц, до этой и даже до 50, и в общем даже на 40 немного теряет, очень хорошо повторяет тренд, то есть белую кривую, белая это оригинал. Красная это, понятно, вот эта запись с микрофона в условиях вот этой вот моей комнаты, представляете? То есть тут и переотражение, и все такое. В частности, вот провал на средних частотах, очевидно, вызван таким вот, я добивался адекватности в низких частотах, а в средних при этом, возможно, что-то потерял. То есть не надо думать, что там провал на самом деле, ну я так думаю. АЧХ, которую показали эдики, которым нет смысла не доверять, очень длиннее, ну очень. То есть я верю, что им удалось ее добиться, используя оборудование сканера Клиппеля, Near-Field сканер, сканер ближнего поля. С помощью него можно, да. То есть, когда инженер видит, где проблема, он локально и очень точно может выявить, объяснить и ликвидировать соответственно. Да, и обратите внимание, верхний частотный спектр, то есть тут написано 40 кГц, я усомнился, откуда там 40 кГц, ну, линейность имеется в виду, 40 кГц. Но тут вы смотрите, вот 20 кГц и кривая, как это, кстати, новый набор треков, да, новый набор треков, записаны с высококачественного исходника, поэтому он улетает за 20 кГц, безусловно, и красная кривая весело ему вторит, то есть никаких завалов на краях диапазона здесь нет. В частности, если, например, я для сравнения возьму старый набор треков и в этих же условиях, то здесь, очевидно, все обрывается на 20 кГц, то есть и исходник
из MP3 сделаны, это, напомню, из бесплатной библиотеки YouTube. И красная кривая тоже. Я вам покажу, ближе. Красная кривая тоже ей вторит, но при этом ничуть не заваливается сама по себе, очень смело отслеживает это все. Но по басам картина, видите, у Бандпаса иногда даже он выдумывает что-то свое, вот, не хватающее от оригинала. В оригинале. Ну, это комната уже доваливает, так скажем. Так не надо на самом деле делать, ну ладно. Это что касается спектра. То есть он очень точен, хорош, прямо скажем. И если бы мне показали этот спектр и предложили определить формат акустической системы, ну, то есть 1, 2, 3 полоска, габариты, то я бы не угадал. Я бы не угадал, даже близко. Все-таки малогабаритная система обычно имеет ну, какой-никакой, но заметный завал снизу. Также спрашивали удивительный вопрос, который преследует любой видеообзор, какая длина кабеля, соединяющего две колонки. Но понятно, что кабель сложный, то есть это не просто кусок провода, который можно купить на базаре и удлинить, допустим, имеющийся. Этот провод с хитрыми разъемами специально, чтобы граждане не делали этого, не удлиняли. 2,5 метра длина. Но при этом хочу заметить, что колонки чем мельче, тем они меньше имеют возможности по обслуживанию стереобазы. То есть для того, чтобы получить вменяемую сцену, хоть что-то похожее на сцену, стереопанораму, проще говоря, необходимо не раздвигать колонки слишком широко. Максимум это равносторонний треугольник. Вот, должен быть, а в идеале, конечно, равнобедренный треугольник должен быть. Вот, поэтому 2,5 метра, пусть там с загибом каким-то 2 метра, две колонки друг от друга расставить, это уже прерогатива, в общем-то, домашки, то есть компонентных аудиосистем, а не мультимедиа. 2 это все-таки уже много. Поэтому удлинять этот провод или планировать расставить колонки на большем расстоянии, но это все равно, что купить вот за $130, а использовать на 50, потому что вы потеряете один из компонентов звучания, то есть не соберете в кучу звук, то есть у вас не будет тех самых так называемых кис, кажущихся источников звука, то есть вы не сможете его локализовать. Но наслаждение, чтобы получать от музыки, хочется строить себе картину какую-то, которую вы представляете при этом звучании. Это хотелось бы. То есть кто как слушает музыку. Для того, чтобы слушать ее в фоновом режиме, так одну колонку вообще поставьте. Зачем вам две тогда? Вот. Если вы уже ставите две, то будьте любезны соблюсти какие-то несложные правила, которые при этом присутствуют. Также один человек просил меня показать искажения. Я специально не делал ничего для снятия искажений, тем более в тех режимах, которые он просил, потому что у меня здесь не измерительная лаборатория, а носить ее на работу к клипелю я счел ненужным, потому что эти параметры не являются пользовательскими. Эти параметры могут быть полезны в процессе разработки для достижения пользовательских параметров, которые обычно производитель сам указывает. Причем я считаю, что чем меньше указать, тем лучше. То есть любое сказанное может обратиться против вас. Это вообще жизненная мудрость, это я с вами делюсь, так сказать, как старший товарищ. То есть, что бы вы ни сказали, это ограничит область вашего влияния, зону ваших интересов. То же самое с параметрами. Вот скажешь что-нибудь, брякнешь, там соотношение сигнал-шум. Кому оно надо? Вот эти вот более или равно 85 дБ. Кому это о чем говорит? И зачем? Зачем тогда хай-рез, у которого этот параметр там 120 дБ, например, может быть? Нет смысла в этом. Вот показали АЧХ. Хотите спорить, спорьте. То есть где вы, а где, допустим, лаборатория Дефайра с ее безэховой камерой, комплексом клипеля полным и очень приличными специалистами. То есть им виднее, безусловно. Вот, они показали АЧХ и будь здоров. Но вот человек хотел, я вот здесь, на этом месте, просто вот так вот взял, поставил микрофон, вот измерил. В частности, это программа РФ, которая, понятно, любима многими пользователями. Вот я снял два режима. Это
режим монитор и режим Music. Допустим, это два пресета, которые в этой модели есть. Ну, давайте на одной из них рассмотрим параметры, например, искажения. Вот если вам это о чем-то говорит, то вот в частотном диапазоне, грубо от 60 Гц, вот этот процент искажений снижается от 3 тут в импульсе до там каких-то совсем незаметных 0,2 величин. Вот. Дальше импульс. Ну вот импульс могу так вам показать, допустим, где-то. Вот. Можете анализировать, сколько влезет этот импульс. AR, ладно, групповое время задержки RT60. Кому надо, пожалуйста, рассматривайте. Вот, Decay. Decay тут нет, Clarity есть. Вот еще Decay, который нам не нужен, нам Waterfall нужен. Вот, пожалуйста, Waterfall. Они хотели, они получили. Это я снимал до 30 кГц, кстати. Вот он перед вами, предположим. Спектрограмма на всякий случай, уже вовсе на всякий. И это не надо. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Теперь на этом я закончу. Мне больше нечего сказать об этой модели. Только в сравнении с другими можно что-либо добавить будет, либо вы выскажете какие-то мнения свои на этот счет. Иногда появляются очень интересные вещи, поделитесь ими с другими людьми в комментариях. И если что, я еще какой-нибудь выпуск сделаю, или в каком-либо выпуске, в каком-либо, может быть, сравнении освещу эту тему, предложенную вами. Всем пока, друзья мои, хорошего прослушивания.